Всем привет, ребята! Затерялся у меня видеоматериальчик по монтажу подвесной тумбы с раковиной и зеркалом с подсветкой. Я решил смонтировать какое-нибудь познавательное видео, может быть, кому-то будет оно полезным. А сейчас небольшая информация для начинающих мастеров по поводу расценок на установку вот этой вот мебели для санузла. Бывает так, что вам мебель приходит в сборе, а бывает, что в разборе. Поэтому пока вы не видите, какая мебель, какой фаянс пришел, никогда не назначайте заказчику стоимость вашей услуги, дабы потом либо самому не попасть в какую-то неприятную ситуацию, ну и также не подставлять вашего заказчика после того, как вы будете ему накручивать потом ценник. Разница в том, что готовую мебель установить, либо эту мебель надо собрать. Вот в данном видео мне пришлось сначала собирать, допустим, весь этот шкаф, он был разобранный. Точно так же вы можете попасть, допустим, с установкой унитаза. Человек вам скажет, будет унитаз, обычный унитаз, а по факту может привести, как было у меня такое на объекте, что заказчик привез унитаз со встроенным гигиеническим душем. Этот унитаз весит 50 килограмм. И подключение у него совсем не такое, как у обычного унитаза. И монтировать его можно только вдвоем, как-то передвигать, перемещать, потому что он весит 50 килограмм. Поэтому такие нюансы, я с вами делюсь своим опытом. Запоминайте и не допускайте таких ошибок в будущем. Если нет в инструкции разметки под крепеж, то это не беда. Можно это все померить самому. С обратной стороны все рулеточкой отмеряете, все габариты снимаете и переносите на стену. Просверлить керамогранит тоже это простая задача. Даже у кого нет инструмента, специальных сверел, можно это все купить на известных маркетплейсах. Одно сверло, шестерочка, восьмерочка, диаметром вам недорого обойдется. Это трубчатая коронка лучше всего, потому что перьевые сверла больше подходят под керамику. По керамограниту, конечно, лучше использовать алмазное трубчатое сверло, либо которое сделано под патрон шуруповерта, либо которое сделано под резьбу М14 на болгарку. Я в последнее время пользуюсь только сверлами, которые устанавливаются на болгарку, так просто быстрее. Ну, неудобнее я не могу сказать, но просто это быстрее, давайте так, простыми словами. И если вы это хотите сделать сами, вам эти сверла обойдутся 1000-1500, не больше. Устанавливаем специальное крепление, которое идет в комплекте с подвесной раковиной. На это крепление, в принципе, ваша раковина и навешивается. Крепление это крепится или на 1, или на 2 дюбеля, ну, в зависимости, какая у вас будет тумба. Но обычно это 2 дюбеля каждое крепление. На отрыв, поверьте, оно держит очень много. Можно, в принципе, даже на нем постоять. Но этого делать, конечно, не нужно. Регулировка по высоте, по уровню тоже интуитивно все понятно. В креплении, которое смонтировано к тумбе, там обычно идет 2 болтика, которые регулируют высоту, уровень. То есть все это по месту. Если где-то ошиблись вы по уровню или по высоте, все это можно подрегулировать буквально там практически на сантиметр. Все это еще можно откорректировать, подрегулировать. Порядок монтажа, я думаю, вам понятен. То есть навешивается тумба, на нее сверху устанавливается раковина и в последнюю очередь навешивается зеркало. То есть мы, когда поставим раковину, поставим тумбу, мы уже можем подрегулировать, разметить, где будет лучше смотреться наше зеркало. Даже я обычно зову заказчика, примеряем, прикидываем, где зеркало, и в этом месте его монтируем. Сам я как бы такие решения не принимаю. Друзья, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал «Основы ремонта», где собираются все мастера и самостройщики, задают вопросы, получают ответы, делятся опытом, общаются. Также и вас будем рады видеть в нашей группе. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Переходите по ссылке на мой канал, заходите в любой комментарий и через комментарий можете попасть в группу. Если у нас подвесная тумба крепится к стене на 4 анкера, на 4 дюбеля, то в принципе раковину это крепление выдержит, то есть вес раковины. Но здесь фишка не в том. Раковина все равно она будет от стены отходить, и в раковине всегда есть специальное крепление под саму раковину. И раковину обязательно тоже нужно крепить к стене. Она и не будет давить на нашу тумбу,
как бы обезопасит ее отрыв от стены, снимет нагрузку с тумбы. Ну и вообще, в принципе, раковина тоже как отдельный элемент должна также крепиться к стене. Там тоже в комплекте всегда к раковине идут родной крепеж, на который мы устанавливаем. В основном это 8, ну или максимум 10 дюбель-гвоздь. Знаю ребят, которые, допустим, не крепят раковину к стене, а крепят ее на клей, либо на силикон к самой тумбе. Я так не делаю, потому что мало ли что может случиться, вам нужно будет заменить раковину или вообще как-то разобрать это все устройство, и получается вы просто так уже раковину без последствий каких-либо не оторвете от тумбы. Обязательно отлетит шпон, ну или что-то в этом роде произойдет. То есть она даже на силикон очень хорошо все приклеивается. С легкостью ее никак уже не снимете. Поэтому это все проще закрепить к стене отдельным элементом, и также по отдельности все это спокойно разобрать, поменять. В случае замены мебели, либо других каких-то причин. Вместо силикона между раковиной и тумбой я использую демпферную ленту. Кстати, ее я не приклеиваю по всему периметру, хотя можно и по всему периметру, здесь уже на ваше усмотрение. Здесь достаточно, у меня в наборе было 4 кусочка демпферной ленты, их клеишь на 4 угла, я приклеил и сверху установил раковину, положил на тумбу и дожал ее, прижал ее к стене. Следующий этап — это установка смесителя, подключение к канализации. Но это уже в других видео вы можете посмотреть. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Монтаж и подключение зеркала с сенсорной подсветкой. Единственный совет, если вы будете сами делать электрику в санузле, под зеркало оставляйте длину кабеля примерно сантиметров 40, а то и 50. Когда у вас короткий проводок со стены торчит, крайне неудобно будет вам все это подключать. Подключаю я это все на вага, соединяю зеркало с источником питания. Длина провода прячется спокойно за любым зеркалом, которое идет с подключением питания. Там для этого все предусмотрено. И только после монтажа зеркала мы можем приступить к просиликониванию примыкания нашей раковины к стене. Делаем это последним этапом, потому чтобы просто не попала грязь, не попала пыль на наш свежий силикон. При монтаже зеркала пыль, естественно, даже если с пылесосом, какая-то песчинка, мусоринка попадет на силикон, и вы уже ничем его потом не исправите. Поэтому только после всех монтажных работ мы производим процедуру просиликонивания. С силиконом у меня тоже уже много видео на канале, но еще раз повторю. Специальные резиновые шпателя вот такой формы, можете поискать тоже на маркетплейсах. Это самые лучшие шпателя, которыми мне когда-либо доводилось вообще работать с силиконом. Берите такую штуку и не пожалеете. Делает идеально, даже без определенных навыков. Самое главное — нанести нужной толщины вам полоску силикона, побрызгать мыльной водичкой, и вот этим резиновым шпателем формируется уже шов, какой нужной вам формы. То ли это будет какой-то треугольник, то есть либо это будет какая-то окружность. В общем, там разные насадки под любой формы шов, который вам больше нравится или который вам нужно по техзаданию. Самое главное в этой работе — не спешите, все аккуратно сделайте, ничего не разбить, потому что в такой мебели, если вы что-то ломаете, что-то разбивается, то вы, как правило, еще остаетесь должны, потому что любая деталь этой мебели стоит дороже, чем эта работа. Сделать монтаж подвесной тумбы, установить раковину, подключить смесители, подключить канализацию, повесить зеркало — на это должно уходить примерно целый день. То есть целый день этим нужно заниматься. Конечно, это можно быстрее тяп-ляпить, но это тогда вам нужно спешить, а спешка к хорошему не приводит. Я обычно на такую работу у меня уходит целый день. Надеюсь, мое видео было кому-то полезным. Как всегда, не забываем по традиции поставить палец вверх. Кто еще не подписан на канал, ребята, обязательно подписываемся, жмем там колокольчик или кнопочку подписаться. Не забываем, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока, скоро увидимся.